Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать потрясающие нежные мотивы. Также мы с вами рассмотрим метод соединения этих мотивов в единое полотно. Крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Присоединяйтесь. Начиная выполнение нашего мотива с 6 воздушных петель, замкнутых кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Я выполняю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Они у меня заменяют столбик с 2 накидами. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. 2 накида на крючок, и в колечко буду провязывать столбики с 2 накидами. При этом буду чередовать с арочками из 3 воздушных. Всего я должна выполнить 11 таких столбиков. Это у меня второй столбик и арочка из 3. Далее третий и арочка из 3. И так далее, пока не будет 11 таких столбиков. И не забываем выполнять между ними арочки. Мы с вами выполнили 11 столбиков с 2 накидами, между ними арочки из 3 воздушных. И обратите внимание, я ввязывала нить по мере выполнения первого ряда. Я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4 воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой первый круговой ряд завершен. Я могу приступить к выполнению второго ряда. Для этого перехожу к началу ряда, я выполняю соединительную. Далее выполняю воздушную, которая в работе не участвует, и выполняю столбик без накида. Далее арочка из 3, и под эту же арку выполняю столбик без накида. Второй ряд у нас практически будет состоять из арочек. И далее 1, 2, 3, 4 и столбик без накида. Далее опять арочка из 3, столбик без накида под эту же арочку. И далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И опять столбик без накида. То есть здесь воздушные столбики без накида. Все очень-очень просто. 1, 2, 3. И столбик без накида под эту же арочку. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Это второй ряд, я напоминаю. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда, и последнюю арочку я заменяю на одну воздушную и столбик с накидом, который я провязываю вершинку столбика без накида. Наша арочка готова. И приступим к выполнению следующего, третьего ряда. Для этого я выполняю 1, 2, 3, 4 воздушные петли подъема и буду провязывать столбики с 3 накидами. Под арочку я ввожу крючок и выполняю первый незавершенный столбик с 3 накидами. Далее второй незавершенный столбик с 3 накидами. Далее третий. И четвертый. Теперь общая вершинка. Выполнили. Далее я выполняю 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Далее очень внимательно я выполняю еще одну воздушную, и над ней буду выполнять тройное пико. То есть 3 пико по 5 воздушных. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5.
Ввожу крючок в шестую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И очень внимательно, смотрите, захватываю за 2 нити. Вот таким образом, чтобы моя петля не вытягивалась. Соединительная. Первое пико готово. Далее второе. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же сюда провязываю. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываю в эту же воздушную. Вот такое тройное пико у нас с вами красивое, аккуратное получилось. Далее я выполняю 1, 2, 3, 4. Выполняю 3 накида на крючок и ввожу крючок под арочку из 4. И выполняю 5 столбиков с 3 накидами с общей вершинкой. Выполняю первый незавершенный столбик. Далее второй. Далее третий столбик с 3 накидами незавершенный. Мешает нам немножко пико. Вот таким образом уберем. Далее четвертый. Давайте перевяжем. Ниточка запуталась. Четвертый столбик незавершенный с 3 накидами и пятый. Выполнили. Далее выполняем общую вершинку. И я остановлюсь, посмотрим, что у нас получилось. Поправляем. И далее опять же выполняем точно такую же арочку с тройным пико. Давайте повторим выполнение. 1, 2, 3, 4. Далее еще одна воздушная. И далее начинаем выполнять пико. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петлю захватываю за 2 нити. Придерживаю соединительное. Первое пико. 1, 2, 3, 4, 5. Второе. 1, 2, 3, 4, 5. Третье. Далее 1, 2, 3, 4. И продолжаем опять же под арочку выполнять наши столбики с 3 накидами. Напоминаю, мы выполняем по 5 столбиков с общей вершинкой. Так мы вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего третьего ряда. И после того, как я выполнила 4 воздушные, я ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю соединительную. Мой третий круговой ряд завершен. Вот такой нежный, красивый цветочный элемент у нас с вами получается. И я могу приступить к выполнению 4-го ряда. Для этого мы должны перейти к началу выполнения этого ряда. Смотрите, соединительными, очень внимательно, я буду проходить соединительными к началу работы. То есть воздушную первую выполняю соединительную, вторую, далее третью и четвертую. Далее очень внимательно я выполню одну воздушную, завожу крючок за моим тройным пико. Первое пико я пропускаю, во второе пико я ввожу крючок и выполняю первую соединительную, далее вторую, опять же воздушную, и третью соединительную я выполняю под саму арочку. Вот таким способом. Мы с вами перешли к началу ряда. И я начинаю выполнение нашего ряда с воздушной. Ряд последний, 4-й.
Далее я под эту же арочку, то есть в само пико, я выполняю столбик без накида. Далее я выполняю раз, два, 2 воздушные. И теперь выполняю пико. Пико я выполняю из 4 воздушных. Раз, два, 3, 4. Ввожу крючок в 5 петлю от крючка, выполняю соединительную. Далее выполняю арочку из 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И опять выполняю пико. Раз, два, 3, 4. Ввожу крючок в 5 петлю от крючка, соединительная. И 2 воздушные. Далее очень внимательно ввожу крючок в мое тройное пико, вот именно центральное, да, вот эту арочку, и выполняю столбик без накида. Вот такая арочка у меня получилась. И так мы с вами будем выполнять до конца ряда. 2 воздушные, далее раз, два, 3, 4, ввожу крючок в 5 петлю от крючка, соединительная. Далее раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И раз, два, 3, 4. В 5 петлю от крючка, соединительная. Раз, два. И столбик без накида. И так выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 4-го ряда. Это последний ряд нашего нежного мотива. После того, как я выполнила 2 воздушные, я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. Далее ниточку обрезаю, выполняю воздушную, хорошо подтягиваю. И по изнаночной стороне я убираю остатки нити. И вот такая красота. Очень нежный цветочный мотив у нас с вами получился. Нам остается с вами рассмотреть метод соединения таких мотивов. Соединять мы будем последним рядом вязания. И нам с вами осталось рассмотреть, как присоединить мотив последним рядом вязания к нашим мотивам, которые я уже выполнила и соединила между собой. Мы начали выполнение с вами последнего ряда, и к нашим мотивам будем присоединяться через каждому мотиву по 2 арочки. Смотрите, вот раз, два и раз, два. Через столбик без накида. Как мы это делаем? Смотрите, я выполняю раз, два, 2 воздушные, то есть продолжаю выполнение мотива, да. Далее раз, два, 3, 4, ввожу крючок раз, два, 3, 4 в 5 петлю от крючка, выполняю соединительную. Мы с вами все делаем по узору. Далее раз, два, 3 воздушные, и я ввожу крючок вот под первую арочку. Давайте развернем поудобнее. Ввожу крючок с изнаночной стороны, выполняю столбик без накида. Столбик без накида у меня заменяет 1 воздушную. Далее выполняю раз, два, 3 воздушные и выполняю раз, два, 3, 4 воздушные. Это пико раз, два, 3, 4 в 5 петлю от крючка, ввожу крючок, выполняю соединительную. Далее 2 воздушные и ввожу крючок, то есть возвращаюсь к мотиву, да, моему, и ввожу крючок, как мы выполняли и ранее. Вот центральное пико, столбик без накида. И смотрим. Вот одно наше уже соединение готово, видите? Далее будем присоединяться к следующей арочке. Опять я выполняю 2 воздушные, все выполняем по узору. Далее
Раз, два, три, 4. Ввожу крючок в пятую петлю от крючка, соединительная. Раз, два, 3. Ввожу крючок под арку, под следующую. Выполняю столбик без накида. Далее раз, два, 3. И далее раз, два, 3, 4. Ввожу крючок раз, два, 3, 4 в пятую петлю от крючка, соединительная. Далее 2 воздушные и возвращаюсь к моему мотиву. Выполняю столбик без накида. Наше пико, то есть все точно так же, как выполняли ранее. Я остановлюсь, и вот смотрите, к одному мотиву мы с вами уже выполнили наше присоединение. Вот. Далее продолжаем и выполняем присоединение к следующему мотиву. Опять же выполняем все по узору. Я разворачиваю, чтобы было удобнее. Сегодня мы с вами научились вязать нежнейшие мотивы, очень простые. Также узнали, как соединить за счет последнего ряда вязания. Вот такое красивое полотно может стать основой для салфетки, скатерти, покрывала, туники и буквально любого изделия. Обязательно пишите в комментариях, что вы планируете сделать. Я вот соединила и выполнила такую, можно сказать, небольшую салфеточку. Можно выполнить обвязочку, можно не выполнять. Все зависит от вашего желания, опыта и фантазии. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. И не забывайте ставить лайки и писать комменты.